Урок 1. Все необходимое для ванной комнаты. Привет. Анна, я заметила, что в твоей ванной рядом с унитазом висит туалетная бумага. Да, это обязательно. Там же мы храним и другие предметы первой необходимости. Какие предметы для ванной комнаты вы считаете самыми важными? Обязательно мыло для рук и полотенца. Чистые руки необходимы. Есть ли у вас любимый вид мыла? Я люблю использовать натуральное мыло. Они прекрасно пахнут и нежны для кожи. Вы предпочитаете жидкое или кусковое мыло? Я предпочитаю жидкое мыло. Это кажется более гигиеничным, особенно в местах общего пользования. А как насчет туалетных принадлежностей, что вы храните в своей ванной? У меня есть шампунь, кондиционер и некоторые средства по уходу за кожей. Мне нравится, чтобы мой распорядок дня был простым. Есть ли у вас режим ухода за кожей? Я делаю. Ежедневно использую увлажняющий и солнцезащитный крем. Для меня важно защитить свою кожу. Как часто вы меняете туалетные принадлежности? Я стараюсь пополнять запасы каждый месяц или когда что-то заканчивается. Как приятно, когда все свежие. Считаете ли вы, что важно наводить порядок в ванной комнате? Да, опрятная ванная комната облегчает поиск вещей. Я использую корзины, чтобы держать все в порядке. Какой у вас метод организации? Я использую небольшие полки и маркированные контейнеры. Это помогает мне все отслеживать. Вы когда-нибудь наводили порядок в ванной? Абсолютно. Мне нравится просматривать предметы каждые несколько месяцев. Удивительно, сколько мы накопили. Что вы делаете с неиспользованными продуктами? Я жертвую их, если они не открыты. Приятно помогать другим. Есть ли у вас какие-нибудь советы по поддержанию чистоты в ванной комнате? Регулярная уборка– это важно. Обычно я протираю поверхности еженедельно. Какова ваша процедура уборки? Я делаю генеральную уборку раз в месяц, но убираюсь каждый день. Благодаря этому все будет выглядеть свежим. Как вы относитесь к декору ванной комнаты? Я думаю, это добавляет индивидуальности. Мне нравится использовать растения, чтобы оживить пространство. Какой у вас декор? У меня есть несколько произведений искусства и свечи. Они создают расслабляющую атмосферу. Что бы вы хотели изменить в своей ванной комнате? Хотелось бы иметь больше места для хранения. Это всегда вызов. Урок 2. Праздничные традиции. Привет, Анна. Я очень рада повесить наши чулки возле камина в эти праздничные дни. Это звучит прекрасно. Это такая праздничная традиция. У вас есть специальные чулки. Да, у нас есть такие с нашими именами. Это делает его более личным. А вы? У меня есть чулки ручной работы, которые подарила мне бабушка. Они действительно особенные для меня. Вы наполняете свои чулки вкусняшками. Абсолютно. Обычно мы кладем конфеты и небольшие подарки. Интересно посмотреть, какие сюрпризы внутри. Что вам нравится находить в своих чулках? Я люблю находить маленькие игрушки или забавные гаджеты. Они всегда вызывают улыбку. Как вы думаете, Дед Мороз действительно спускается по дымоходу? Это забавная идея. Я люблю волшебство веры в Санту. Это добавляет азарта детям. Как вы отмечали эту традицию в детстве?
Мы оставляли печенье и молоко Санте. Я помню, как проснулся рано, чтобы посмотреть, что он принес. Какое было ваше любимое воспоминание? Мне нравилось просыпаться и обнаруживать, что чулки наполнены. Утром это было похоже на волшебство. Есть ли у вас еще какие-то праздничные традиции? Да, мы всегда вместе украшаем елку. Это отличный способ сблизиться с семьей. Как вы украшаете свою елку? Мы используем сочетание украшений, некоторые из которых сделаны вручную, а другие — из путешествий. У каждого своя история. Какое твое любимое украшение? У меня есть звезда, которую моя мама сделала, когда она была ребенком. Это прекрасная часть истории. Включаете ли вы какую-нибудь праздничную музыку во время украшения? Да, мы любим слушать классические гимны. Создает радостное настроение. Какая ваша любимая праздничная песня? Я обожаю «Тихую ночь». Это так мирно и красиво. У вас есть любимый? Jingle Bells всегда поднимает праздничное настроение. Эту песню так весело петь. Что, по вашему мнению, делает праздники особенными? Все дело в том, чтобы проводить время с близкими и создавать воспоминания. Тепло этого сезона поистине волшебное. Есть ли у вас планы на этот курортный сезон? Я с нетерпением жду семейного сбора и много вкусной еды. Это лучшая часть. Урок 3. Организация одежды. Привет, Анна. Я храню много одежды в ящиках комода. Замечательно. Наличие комода помогает поддерживать порядок. У вас большие ящики. Да, ящики красивые и глубокие, что позволяет удобно все хранить. Как вы организуете свою одежду? Я сортирую их по типу. Рубашки я храню вместе, а брюки — в другом ящике. Это ускоряет поиск вещей. У вас есть определенная система. Я организую свои работы по сезонам. Летняя одежда находится сверху, а зимняя внизу. А как насчет вашей сезонной одежды? Я обычно храню несезонную одежду в мусорных контейнерах. Это экономит место в моем комоде. Вы когда-нибудь пробовали это? Да, у меня есть. Это действительно помогает не загромождать мой комод. Что вы делаете с одеждой, которую больше не носите? Я жертвую их. Приятно подарить им вторую жизнь. Есть ли у вас любимый предмет одежды? У меня есть уютный свитер, который мне очень нравится. Он идеален для прохладных дней. Какой твой любимый предмет? Я обожаю свою джинсовую куртку. Он сочетается со всем и вне времени. Вы когда-нибудь покупали одежду только для определенных случаев? Иногда да. Мне нравится иметь что-то приятное для вечеринок или мероприятий. У вас есть наряд для особых случаев. Обычно я ношу красивое платье с элегантными туфлями. Это вселяет в меня уверенность. Как часто вы ходите в магазин за одеждой? Я стараюсь ходить по магазинам несколько раз в год. Я люблю обновлять свой гардероб. А ты? Я делаю покупки всякий раз, когда мне нужно что-то новое, обычно сезонно. Интересно посмотреть, что в моде.
Вам больше нравится делать покупки в магазинах или онлайн? Я предпочитаю делать покупки в магазинах. Я люблю сначала примерять вещи. А вы? Мне нравится делать покупки в интернете ради удобства, но я скучаю по примеркам. Это может быть азартная игра. Какое лучшее предложение вы когда-либо находили? Однажды я нашел на распродаже дизайнерскую куртку за полцены. Это была такая кража. Урок 4. Ветреное приключение. Привет, Анна. В прошлую пятницу по дороге в школу произошел забавный случай. Да неужели? Что случилось? Было очень ветрено, и я пытался удержать шляпу. Внезапно оно вылетело из моей головы. Это звучит весело. Ты гонялся за ним. Да, я сделал. Я бежал по улице, как герой мультфильма. Все смеялись надо мной. Как вы справились с ветром? Мне повезло. Я носил шапку, поэтому шляпа осталась на месте. Но я видел, как несколько человек боролись со своими зонтиками. Это всегда зрелищ. Вывернутые наизнанку зонтики могут стать настоящим зрелищем. Вы видели, чтобы у кого-нибудь еще был забавный момент? Да, я видел собаку, пытающуюся поймать листья на ветру. Это было так игриво и мило. А вы? Я заметил ребенка, который потерял рюкзак. Он катился по улице, как сбежавший поезд. Вам в целом понравилась ветреная погода? Я сделал. Все вокруг казалось живым, но я предпочитаю более спокойные дни для прогулок. Какая погода тебе больше всего нравится? Я люблю солнечные дни. Они заставляют меня чувствовать себя энергичным и счастливым. А ты? Я наслаждаюсь прохладными, свежими днями. Они идеально подходят для ношения уютных свитеров. Есть ли у вас любимое время года? Обязательно упаду. Цвет листьев красивый, и я люблю лакомства со вкусом тыквы. Что вам больше всего нравится в осени? Обожаю фестивали. Здесь так много развлечений, как сбор яблок и катание на сене. Вы когда-нибудь собирали яблоки? Да, и это было так весело. Лучше всего собрать свежие яблоки и приготовить пирог. Что вы любите делать из яблок? Обожаю готовить яблочный сидр. Здесь тепло и уютно, особенно в прохладные дни. А у вас есть любимые осенние рецепты? Я люблю печь яблочные чипсы. Это просто и вкусно. Урок 5. Находки из холодильника. Привет, Анна. Я только что проверила свой холодильник и нашла там молоко, яйца, сыр и овощи. Звучит как хорошее начало еды. Что вы планируете приготовить из этих ингредиентов? Я думал приготовить омлет. Это быстро и вкусно. Вы любите омлеты? Я люблю их. Я обычно добавляю шпинат и помидоры для большего вкуса. Что ты любишь положить в свой? Я люблю добавлять сыр и болгарский перец. Получается так вкусно. Вы часто готовите? Да, я стараюсь готовить каждый день. Это интересный способ экспериментировать с разными рецептами.
Какое блюдо ты любишь готовить? Я люблю готовить макароны. Он универсален и быстро готовится. У вас есть готовый рецепт? Я часто готовлю жаркое из любых овощей, которые у меня есть. Это здорово и красочно. Как вы выбираете, что приготовить? Обычно я смотрю на то, что у меня есть, и вдохновляюсь. Иногда нахожу рецепт в интернете. Вы пользуетесь рецептами или готовите инстинктивно? Мне нравится следовать рецептам, но мне также нравится импровизировать, исходя из того, что есть в моем холодильнике. Это как веселый вызов. Вы когда-нибудь готовили блюдо случайно? Да. Однажды я смешала остатки риса со случайными специями, и получилось потрясающе. Были ли у вас счастливые случаи на кухне? Определенно. Однажды я сожгла торт, но превратила его в кейк-попсы. Они произвели фурор на вечеринке. Что вы думаете об остатках? Я люблю их. Они экономят время и на следующий день могут быть еще вкуснее. Как вы обычно храните остатки? Я использую герметичные контейнеры, чтобы сохранить их свежими. Важно избегать отходов. Есть ли у вас какие-нибудь советы, как сохранить еду свежей? Я держу свой холодильник в порядке и регулярно проверяю сроки годности. Это помогает мне использовать вещи до того, как они испортятся. А что насчет твоего холодильника? Я тоже стараюсь поддерживать порядок. Я группирую похожие предметы вместе. Это облегчает поиск того, что мне нужно. Есть ли у вас в холодильнике что-нибудь необычное? У меня есть банка соленых огурцов, о которой я забыл. Они всегда меня удивляют. Урок 6. Планы на дождливый день. Эй, Анна, конечно, я ненавижу мокнуть под дождем. Я тоже. Это так неудобно. Какой у тебя план на сегодня? Я подумывал остаться дома и почитать. А ты? Возможно, пересмотрю новый сериал. Это идеальная погода для уютного дня внутри. Вы имеете в виду книгу? Да, я хочу прочитать детективный роман. Обожаю хороший поворот сюжета. Какие шоу ты любишь смотреть? Мне нравятся триллеры и драмы. Они держат меня в напряжении. Смотрели ли вы какие-нибудь хорошие сериалы в последнее время? Я только что закончил научно-фантастический сериал. Спецэффекты были невероятными. Вы предпочитаете смотреть сериалы или фильмы? Мне нравятся оба, но сериалы позволяют лучше раскрыть характер. Интересно видеть, как они растут. Какой ваш любимый сериал всех времен? Это тяжело. Я бы сказал, во все тяжкие. Это блестяще написано. А ты? Я люблю «Очень странные дела». Ностальгия и напряжение просто потрясающие. Есть ли у вас какие-нибудь закуски для домашнего дня? Я планирую приготовить попкорн. Это классика. Какой ваш любимый перекус во время просмотра шоу? Мне нравится миндаль в шоколаде. Они оба сладкие и полезные. Вы когда-нибудь готовите, когда находитесь дома в течение дня? Иногда. Я мог бы испечь что-нибудь простое, например, печенье. А вы? Я тоже люблю выпечку. Маффины —
Мое любимое блюдо. Во время выпечки они пахнут потрясающе. Вы когда-нибудь пробовали новый рецепт просто ради удовольствия? Да, однажды я попробовала приготовить домашнюю пиццу. Это было немного грязно, но очень вкусно. Какой кулинарный опыт был для вас самым смелым? Однажды я попробовал приготовить суши. Это было сложно, но полезно. Как думаете, попробуйте сегодня приготовить что-нибудь новенькое? Может быть, если меня вдохновит, я, возможно, приготовлю новые блюда. Всегда интересно экспериментировать. Какой рецепт вы хотели попробовать? Давно хотела приготовить домашнюю пасту. Кажется, это забавный вызов. Вы когда-нибудь готовите с друзьями? Да, это всегда кайф. Совместное приготовление пищи становится более приятным. Урок 7. Искусство торговаться. Привет, Анна. Мне интересно было торговаться при покупках на рынках. Есть ли у вас опыт работы с этим? Да, торг может быть весьма интересным. Какой у вас самый большой вопрос по этому поводу? Должен ли я торговаться за каждый интересующий меня товар? Не обязательно. Некоторые поставщики могут быть более гибкими, чем другие. Часто это зависит от цены товара и личности продавца. Это имеет смысл. Как понять, что можно торговаться? Если цена кажется высокой или если это вещь ручной работы, обычно можно договориться. Вы когда-нибудь пробовали торговаться? Однажды я попробовал сделать это на память, но почувствовал себя неловко. Есть какие-нибудь советы для новичков? Начните с вопроса о предмете. Это показывает интерес и открывает дверь для переговоров. За какой товар вы пытались торговаться? Браслет ручной работы. Мне показалось, что цена немного завышена. Вы заключили выгодную сделку. Да, в итоге я прилично сэкономил. Я всегда начинаю с предложения примерно на 30% меньше запрашиваемой цены. Как вы думаете, что вы отнесетесь к этой стратегии? Звучит умно. Однако я бы нервничал из-за того, что обидел продавца. Просто помните, что во многих местах это часть культуры. Продавцы этого ждут. Что еще вас беспокоит в торговле? Я боюсь показаться грубым или агрессивным. Как ты сохраняешь дружбу? Улыбайтесь и будьте вежливы. Дружественный подход имеет огромное значение. Вы также можете похвалить предмет, чтобы наладить отношения. Это отличный совет. Вы когда-нибудь чувствовали вину за переговоры? Не совсем. Это обычная практика на многих рынках. Продавцы часто повышают цены, чтобы можно было торговаться. Это хорошая перспектива. Думаете, с онлайн-шоппингом дело обстоит иначе? Определенно. Цены в интернете обычно фиксированы, но некоторые платформы позволяют делать предложения. Вы когда-нибудь пробовали это? Нет, но хотелось бы рассмотреть этот вариант. Считаете ли вы, что торговаться– это навык, которому можно научиться? Абсолютно. Чем больше вы практикуетесь, тем комфортнее вам станет. Все дело в уверенности. А чем бы вы мечтали торговаться?
Я бы с удовольствием поторговался за винтажную гитару. Это было бы захватывающим испытанием. Урок 8. Экологичный выбор. Привет, Анна. В последнее время я стараюсь делать более экологичный выбор. Вы пользуетесь многоразовыми сумками. Да, это лучше для окружающей среды и уменьшает количество пластиковых отходов. Что вдохновило вас начать их использовать? Я читал о влиянии пластика на океаны и дикую природу. Заметили ли вы какие-либо другие преимущества использования многоразовых сумок? Определенно. Зачастую они прочнее пластиковых пакетов, поэтому я могу носить с собой больше вещей, не беспокоясь о том, что они порвутся. Какие сумки вы предпочитаете? Мне нравятся холщовые. Они долговечны и легко чистятся. Есть ли у вас любимый дизайн или бренд? У меня есть один с забавным цветочным узором, который всегда делает мой день ярче. Как вы думаете, все больше людей переходят на многоразовые сумки? Я надеюсь, что это так. Я вижу, что все больше людей используют их в продуктовых магазинах. Что, по вашему мнению, является самой большой проблемой для людей, Я делающих думаю, переход? он не забывает взять их с собой. Я забыл несколько раз. Как вы напоминаете о себе? Я держу парочку в машине, поэтому они всегда под рукой. Есть ли у вас стратегия запоминания своего? Я стараюсь держать их у входной двери. Таким образом, я увижу их, прежде чем уйти. Задумывались ли вы о других продуктах многоразового использования? Да, я подумываю о покупке многоразовой бутылки для воды. Кажется, это отличный способ еще больше сократить количество пластика. А вы? Я обожаю свою бутылку для воды из нержавеющей стали. Он сохраняет напитки холодными и уменьшает количество отходов. Вы присматривались к каким-то конкретным брендам? Я думаю об изолированном. Он идеально подойдет для сохранения напитков горячими или холодными. Есть ли у вас какие-либо рекомендации? Я слышал хорошие отзывы о гидрофлеска. Они популярны и надежны. Пробовали ли вы когда-нибудь другие экологически чистые продукты? Недавно я перешла на бамбуковые зубные щетки. Они прекрасно себя чувствуют и приносят гораздо больше пользы планете. А как насчет туалетных принадлежностей? Я использую кусковое мыло вместо жидкого мыла в пластиковых бутылках. Это небольшое изменение, но оно имеет значение. Как вы думаете, небольшие изменения складываются? Абсолютно. Каждое небольшое усилие имеет значение для более здоровой планеты. Какое изменение вы хотели бы, чтобы больше людей приняло его? Мне бы хотелось, чтобы больше людей занимались компостированием. Это уменьшает количество отходов и обогащает почву. Что вы думаете? Это было бы фантастически. Компостирование– это простой способ помочь окружающей среде. Приятно думать обо всех положительных изменениях, которые мы можем внести. Урок 9. Найдите свой путь. Привет, Анна. Вчера я была на рынке, когда кто-то подошел ко мне и спросил: «Извините, не могли бы вы показать мне дорогу до вокзала?» Это интересно. Знали ли вы, как им помочь? Да, я сделал. Я сказал им пройти 2 квартала прямо, а затем повернуть налево. Было приятно помочь. Вы когда-нибудь помогали кому-то найти свой путь? У меня есть. Однажды я помог туристу,
который заблудился в городе. Это был интересный опыт. Что вы думаете об их путешествии? Я думаю, это интересно. Путешествия часто приводят к неожиданным приключениям. Вам нравится исследовать новые места. Абсолютно. Мне нравится находить скрытые сокровища в городе. Какое самое интересное место вы посетили? Я посетил страну-деревню в Италии. Пейзажи были потрясающими, а местные жители были дружелюбны. А вы? Я пошел на шумный рынок в Марокко. Цвета и специи завораживали. Вы когда-нибудь пробовали спрашивать рекомендации у местных жителей? Да, я всегда так делаю. Местные жители часто знают лучшее место, которых нет в путеводителях. Что вы обычно у них спрашиваете? Обычно я спрашиваю, где лучше всего поесть. Еда всегда в приоритете. А ты? Я спрашиваю об уникальных достопримечательностях или впечатлениях. Это сделает поездку еще более запоминающейся. Вы когда-нибудь ездили на экскурсию? Да, я однажды совершил пешеходную экскурсию. Было информативно и весело познакомиться с другими путешественниками. Вы предпочитаете экскурсии или исследовать самостоятельно? Мне нравится исследовать самостоятельно. Это обеспечивает гибкость и спонтанность. Какой ваш любимый способ ориентироваться в новом городе? Обычно я пользуюсь картами на телефоне, но иногда мне нравится бродить и теряться. Вы когда-нибудь терялись во время путешествия? Однажды я заблудился на похожем на лабиринт уличном рынке. Это превратилось в веселое приключение. Что самое лучшее в том, чтобы заблудиться? Вы часто находите неожиданные сокровища. Иногда лучшие воспоминания связаны с незапланированными моментами. Есть ли у вас какие-нибудь советы путешественникам? Всегда носите с собой портативное зарядное устройство для телефона. Полезно иметь под рукой указания. Урок 10. Секреты садоводства. Привет, Анна. Я завела небольшой сад, и это было полезно. Замечательно. Что вы выращиваете в своем саду? У меня есть помидоры, перец и зелень. Они прекрасно идут вместе. Вы тоже садитесь. Да, выращиваю цветы и овощи. Это такое расслабляющее хобби. Используете ли вы какие-либо удобрения? Да, я использую для своих растений органические удобрения. Они более здоровы для окружающей среды. А вы? Я тоже предпочитаю органические удобрения. Они помогают растениям без химикатов. Заметили ли вы разницу с тех пор, как начали их использовать? Абсолютно. Мои растения кажутся более яркими и дают лучший урожай. Какие органические удобрения вы используете? Я использую компост и червячные отливки. Они отлично подходят для обогащения почвы. Вы пробовали компостировать? Я только начал. Интересно наблюдать, как кухонные отходы превращаются в богатую питательными веществами почву. Есть ли у вас какие-нибудь советы для начинающих? Начните с малого и наберитесь терпения. Это требует времени, но оно того стоит. Как бороться с вредителями в саду? Я использую натуральные репелленты, такие как масло нима.
Это эффективно и безопасно. Какие методы вы используете? Бархатцы сажаю для отпугивания вредителей. Они красивы и функциональны. Были ли у вас когда-нибудь проблемы с вредителями? Да, в прошлом году у меня была проблема с тлей. Это был настоящий вызов. Как бороться с садовыми вредителями? Обычно я удаляю их вручную или использую инсектицидное мыло. Это хорошо работает для меня. Какая ваша любимая часть садоводства? Мне нравится момент, когда я собираю овощи. Есть что-то особенное в том, чтобы есть то, что вы вырастили. Урок 11. Волнение перед чемпионатом мира. Привет, Анна. Ты знала, что самый известный футбольный турнир — чемпионат мира? Да, невероятно, как это происходит каждые 4 года. Мне нравится волнение, которое это приносит. За какие команды болеете? Я поддерживаю Бразилию. У них такая богатая футбольная история. А ты? Я большой поклонник Германии. Их командная работа и стратегия впечатляют. Есть ли у вас любимое воспоминание о чемпионате мира? Определенно. Я помню финал 2014 года, когда Германия победила Аргентину. Это был такой захватывающий матч. Какая игра вам запомнилась больше всего? Мне нравилось смотреть финал 1998 года, когда Франция победила. Энергия на стадионе была электрической. Вы когда-нибудь были на живом матче? Да, я посетил местную игру в прошлом году. Атмосфера была потрясающей. Лично это гораздо интереснее. Вы когда-нибудь играли в футбол? Я играл в старшей школе. Было очень весело, но я не был лучшим игроком. Вы регулярно играете? Я играю с друзьями по выходным. Это отличный способ оставаться активным и поддерживать связь. На какой позиции вам понравилось играть? Обычно я был полузащитником. Мне нравилось участвовать как в нападении, так и в защите. Какая твоя любимая позиция? Я предпочитаю играть на позиции нападающего. Забивать голы — это такая спешка. Следите ли вы за какими-либо футбольными лигами? Да, я смотрю Премьер-лигу. Матчи всегда интересны. За какой лигой вы следите? Я фанат Лу-лиги. Уровень мастерства игроков невероятный. У вас есть любимый игрок? Я очень восхищаюсь Лионелем Месси. Его талант не имеет себе равных. Кто твой любимый? Я большой поклонник Криштиану Роналду. Его трудовая этика и преданность делу вдохновляют. Как вы думаете, что делает футбол таким популярным во всем мире? Я думаю, дело в простоте игры. Для игры вам понадобится только мяч и немного места. Как вы думаете, чемпионат мира объединяет людей? Абсолютно. Он объединяет фанатов со всего мира, прославляя любовь к игре. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь нашими видео и каналами.